Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на нашем канале «Жить в России». Меня зовут Влад. 17 лет мы прожили в Германии, куда уехали из Казахстана в 1995 году. После 17 лет мы вернулись в Россию. И последний раз, когда я вам рассказывал историю из своей жизни, вы попросили меня в комментариях рассказывать еще больше историй, которые я пережил в своей жизни, которые я слышал. В Германии мы жили в Северной Рейн-Вестфалии. Однажды мы поехали в гости к нашим близким друзьям из церкви. Там, сидя за столом, я поделился с ним своим желанием, своей мечтой вернуться в Россию. И он мне рассказал следующую историю. Она произошла в 2001 году, также в этой же земле, Северная Рейн-Вестфалия. В век развития искусственного интеллекта все больше и чаще встречаешь каналы на YouTube, где публикуются истории абсолютно выдуманные персонажи, выдуманные истории, выдуманные сюжеты из жизни якобы чьей-то. Вот. И вы знаете, я такое слушать не люблю, мне такое не нравится. Я как только замечаю, что что-то здесь не то, я захожу в комментарии и пишу, что ребята, это искусственный интеллект. Поэтому сегодня мне хотелось бы сделать такой небольшой вклад в продвижение все-таки жизненных историй, так сказать. Да? Это не против искусственного интеллекта, мы не сможем этот процесс остановить, он развивается. Но все-таки, думаю, если я расскажу настоящую историю из жизни обычного человека, который так же, как и мы, когда-то уехал из Казахстана в Германию, и как сложилась его жизнь. Для удобства я записал все это на бумагу, чтобы не спотыкаться. И вспоминая эту историю, я решил ее оформить немножечко художественно. Поэтому сейчас, друзья, для вас будут сопутствующие кадры на экране, чтобы вы могли примерно представлять, о чем идет речь. Дядя Яша переехал в Германию из Казахстана уже в годах, поддавшись на уговоры детей, суливших спокойную старость, бесплатные лекарства, ухоженные парки и родину предков. Он согласился, думая, что дом – это там, где его семья. Но сердце его осталось там, в бескрайних степях, где горизонт невозможно охватить взглядом. Он заставляет глаза смотреть сквозь, теряться в бесконечности, пока не почувствуешь головокружение от простора, а воздух пахнет полынью и теплой землей. С первого дня в Германии он тосковал. Тосковал молча, по-мужски, просто уходя в себя. Его родина жила в нем не воспоминаниями, а живыми, почти осязаемыми образами. Когда он видел на улице собак, которых выгуливали их хозяева, тихо говорил, будто самому себе: «А у нас дома сейчас чабаны гонят стада овец, пыль стоит столбом». И казалось, в его влажных глазах на миг появлялась та самая пыльная степь, а не ухоженный немецкий газон. Бывало услышать дядя Яша гул пролетающего самолета, поднимет голову и, провожая лайнер взглядом, скажет, вздыхая: «Наверное, домой полетел». Рокот проезжающего поезда отзывался в нем щемящей болью. Он представлял себе эти составы поездов, мчащиеся через немецкие города туда, на родину, где остался его маленький, аккуратный домик в немецком селе Казахстана. И теперь он стоит там, одинокий и пустой. Дядя Яша часто сидел у окна своей ухоженной квартирки, задумчиво всматриваясь вдаль. В такие моменты больше всего говорили его глаза. Он мог часами сидеть у окна, смотря на воробьев и синиц, скачущих по веткам деревьев, которые тоже казались ему совершенно чужими. А в этих маленьких птичках он видел другую жизнь. «А там, сейчас», — говорил он жене, которой давно уже не было, «помнишь, как у нас раньше во дворе курочки и уточки бегали?» Он угасал медленно, как затухающий костер. Чужая комфортная жизнь была ему не в радость. Он был как пересаженное дерево, которое не может пустить корни в новой земле и медленно сохнет, тоскуя
по родной почве. В последний день жизни он также сидел на кухонном стуле, смотря в окно, в последний раз провожая взглядом пролетающий самолет. «Домой полетел», — сказал он с улыбкой, и по его щеке потекла скупая мужская слеза, в которой была вся боль о потерянной навсегда родине. Возможно, в этот миг он наконец увидел не аккуратный немецкий фасад, а бескрайнюю, звенящую от жары степь, пасущихся лошадей, стада овец у горизонта и свой двор, где суетливо бегают курочки. Дядя Яша опустил голову на руки, и его сердце, разорванное между двумя мирами, не выдержало. Оно остановилось навсегда. Приехавший к нему сын так и нашел своего отца, сидящим у чужого окна, в котором незнакомыми звездами темнело чужое германское небо. Небольшая, аккуратная немецкая квартира с видом на чужое небо, красивые немецкие газоны и хорошая пенсия так и не смогли заменить ему любимую родину. Кто-то из известных сказал: кто не любит свою земную родину, тот не сможет полюбить и небесную. Вот такая история, друзья, из жизни русского немца дяди Яши. Вы знаете, на самом деле, когда ты однажды пережил что-то подобное, тебе очень близки подобные истории, подобные рассказы, и каждый раз щемит сердце, когда ты думаешь о таком, когда ты вспоминаешь это. Вы знаете, я раньше когда-то слышал, что высылали из нашего Советского Союза, бывало, кого-то сажали как врага народа, а кого-то высылали как диссидента, высылали в другие страны. И однажды в Малоярославце я познакомился с таким дедушкой. Его депортировали, привезли в Шереметьево-2 и сказали: вот стоят американцы, вот стоят немцы, куда хочешь, туда езжай. Он, говорит, посмотрел на тех, на других, говорит: нет, к американцам я не поеду, а вот с немцами интересно будет. И поехал в Германию. Это было еще в 80-е годы, во время Советского Союза. И он отправился туда, ему выдали аусвайс, ему предоставили гражданство. Он вернулся, он, кстати, пытался уехать после этого и в Канаду. В Канаде тоже, но им не понравилась Канада. В итоге они переехали в Россию, и он сейчас в России живет, в городе Малоярославец. Если я не ошибаюсь, он сейчас болен, его парализовало. Но когда мы с ним виделись, когда познакомились, он косил траву на своем участке. И я увидел номера, немецкая машина. Мы подошли, я сказал: «Гутен таг». Он говорит: «О, гутен таг». Ну и, значит, разговорились мы с ним, по-русски, конечно, разговаривали. Вот. И вот он рассказал такую историю. Мы вечером приехали к ним, он рассказал. Он был верующим человеком, и в советское время были некоторые притеснения верующих, и, в общем, пришлось тогда, то есть его депортировали, он не хотел этого. Я, слушая эту историю, которую он мне рассказывал, я себе все это представлял очень живо. Потому что я, когда пожил уже в Германии, наверное, почти сразу у меня началась сильная ностальгия. Я не чувствовал Германию своим домом. То есть мне в чужой стране было тяжело. Есть люди, которые легко приживаются. Есть люди, которые сложно приживаются. И есть еще такая категория, наверное, она небольшая. Это люди, которые не нашли свой дом, не нашли свою родину в чужой стране, на чужбине, и они пожелали вернуться. Нет, не по экономическим причинам, не потому, что там поменялось что-то, не потому, что там сейчас политическая ситуация другая, или же какие-то, не знаю, волнения начались, или еще что-то, или там кушать нечего стало.
а просто чужая страна, просто чужбина. Есть такое слово, и это слово, по-моему, есть только в русском языке, чужбина. Так же, как и воля вольная, есть только в русском языке. Наверное, я из того теста. Мне было очень сложно там. Поэтому мне очень просто, наверное, смотреть на те трудности, которые, может быть, есть у нас здесь в России. Мне легко их переживать, переносить. Слава Богу за это. Я не хвалюсь. Но мне, наверное, легче вот именно так. Мне здесь проще. Я помню, как когда-то я собирался уезжать и с каким-то знакомым разговаривал, я не помню, с кем это был, я запомнил фразу, которую он мне сказал. Я сказал, что собираюсь уехать в Германию, и он мне сказал, ну там же дурдом. Я не спорю на такие вопросы, знаете, кто-то считает дурдом, кто-то еще что-то. Я ему сказал, здесь тоже дурдом, но там он родной. Там родной дурдом, если уж на то пошло. То есть там и проблемы, они как-то твои родные. И знаете, когда я слышу о таких историях, вот недавно я вспомнил ту историю про дядю Яшу, решил вам ее рассказать. Когда я вспоминаю такие истории или читаю комментарии под видео, то я очень вас понимаю, тех, кто это написал. Очень понимаю. Понимаю также тех, конечно, кому сложно где-то там. Понятно, что обстановка там в стране поменялась, еще что-то. И мы все разные, и кому-то хочется переехать в Россию по другим причинам. Это также приветствуется. То есть мы рады всем, кто приезжает сюда с добрым сердцем, скажем так, да. Мы встретим хлебом и солью всех, кто пришел без меча. Всех, кто пришел к нам с уважением наших традиций, традиционных ценностей. Ты не обязательно можешь быть чисто православным человеком. Вы знаете, сейчас переезжают к нам люди разных конфессий и просто атеисты. Но люди привносят свой вклад. Они душой соединились с Россией, с русским народом, с российским народом, правильнее будет сказать, да? Ну, наверное, больше с русскими, потому что Россия от слова «Русь». Но многие люди выбирают для себя и другие республики, где им также уютно. У нас были недавно две девушки, которые приезжали из Германии, молодые мамы, женщины молодые, которые поехали в Бурятию. Вот, поэтому кто куда, кому где хорошо, тот туда и едет. И тем и прекрасна Россия, друзья, что езжай куда хочешь. Свобода передвижения – это настолько здорово. И я хотел бы обратиться к тем, кого действительно гложет ностальгия и долгие годы. Напишите внизу под видео ваш комментарий, по какой причине вы выбрали уже Россию. Напишите, кто уже переехал в Россию, по каким причинам. Мне просто будет интересно почитать, кто именно, вот, скажем, вот ностальгия, какая-то тоска по родине, скажем, да, а кто-то, может быть, в плане бизнеса, работы, это тоже вклад в наше развитие, это тоже развивает нашу страну. Кто-то, может быть, переехал по причине действительно традиционных библейских ценностей, которые у нас в России стоят на государственном уровне. А это сегодня в мире это очень высокий показатель, я хочу вам сказать, потому что мало стран, где сегодня действительно вот эти моральные, духовные ценности, традиционные ценности семейные, они еще в почете. Мало таких стран, мало. И в заключение, друзья, хочется напомнить вам о том, что у нас есть семейный телеграм-канал. Вы будете видеть и знать наши ежедневные новости, чем мы занимаемся. Иногда даже чем мы позавтракали, бывает и такое. Вот. Мы живем простой, тихой, спокойной жизнью в Белгородской области, недалеко от границы с Украиной, да, но тем не менее, друзья, мы не собираемся возвращаться в Германию, и как мне пишут некоторые люди, когда закончится евро. Я ответил уже
В телеграм-канале вы, наверное, видели мой ответ. Я написал, что евриков нам хватит еще лет на 5, а потом начнем тратить рубли. Так что в Германию вернемся не скоро. Друзья, это шутки, потому что я отказался от немецкого гражданства. Это мой осознанный выбор. Мы не собираемся возвращаться. И планов таких и не было и сразу, и не было таких думок, что а вдруг что-то где-то там. То есть я сразу сжег мост за собой и все. Все. Перехода через реку нет, скажем так. Часто спрашивают, как у вас там с работой, как с медициной. Давайте, наверное, посвятим этому отдельный ролик, если вам интересно. Но опять же, наверное, я буду брать другую камеру, более удобную, которую можно будет брать с собой. И, может быть, получится съездить в нашу городскую больницу, не знаю, там в первую, вторую, посетить, показать вам состояние больниц, потому что иногда люди пишут, вот на телеграм-канале пишут, вы отъедете 100 километров от Москвы, да там тьма тараканья. Мы живем 700 километров от Москвы, у нас те же продукты, у нас цены примерно такие же, может быть чуть дешевле, ну в чем-то может быть и дороже, я не знаю, не интересовался этим вопросом, но с голоду никто не пухнет, не умирает. Насчет зарплаты тоже такой вопрос, друзья. Нужно искать. Вы можете и в Германии работать за 900 евро где-нибудь в какой-нибудь ляй-фирме. И вы можете работать где-то, и может быть, и за 2500, да. Может быть, где-то кто-то там, будучи медработником, врачом каким-то, получает, может быть, и 4, а учитель, может быть, получает и 5000 чистыми. Да, это тоже может быть. Так и здесь, в России. Все по-разному устраиваются. Кто-то работает техничкой и получает 20 тысяч в месяц, а кто-то работает массажистом и получает 200 тысяч в месяц. Кто-то работает, не знаю, там в колхозе и получает 50 тысяч. У нас, я про нашу Белгородскую область говорю, про наш колхоз конкретно. А кто-то работает на предприятии, не знаю, инженером и получает 180 тысяч. Да, или вот у нас человек приехал из Германии. Он работает на ЦНЦ, на ЧПУ. ЦНЦ это по-немецки, да. На ЧПУ станке он получает 175 тысяч. То есть все очень относительно, не сказать вам, что все везде прям шикарно или есть все плохо, или наоборот все плохо. То есть есть и плюсы, есть и минусы, как в любой стране. Рая на земле нет уже давно, со времен Адама. Поэтому, друзья, все эти вопросы, их можно обсуждать, можно снять ролики на какие-то темы, можно пройтись по нашим магазинам, опять же, все упирается в новую камеру, там просто микрофон будет получше, у моей камеры стал микрофон немножко барахлить, а с петличкой ходить мне не шибко хочется. Поэтому, друзья, я напоминаю вам о том, что вы можете сейчас в данный момент поставить видео на паузу, нажать лайк под этим видео, если вы смотрите это видео на Рутубе. Вы можете нажать лайк и также нажать на ракету и отправить это видео в топ. Спасибо вам большое, что вы помогаете нам развиваться. Спасибо за поддержку нашего канала. Напишите, пожалуйста, комментарий под этим видео, не менее 7 слов. Лайк лучше всего ставить в конце видео, потому что в начале он не засчитывается. Считается как накрутка. У нас есть Дзен премиум. На Дзен премиум ролики выходят в первую очередь, раньше всех. Там подписка стоит 100 рублей. Дзен премиум, ссылка под видео. На следующий день, как правило, ролик выходит на YouTube. Потом ролик выходит на Рутуб, и в конце я его заливаю в Telegram для тех, кто смотрит нас в Telegram-канале. Под видео будет ссылочка на наш второй канал «Жить в России 2». Подпишитесь также на него, там будет другой материал. Я думаю, он вам будет также интересен. Парочку видео там уже есть. Спасибо вам за все, друзья. С вами был Влад, канал «Жить в России». Пока-пока. Не стали сестрами мы здесь, не стали братьями, и нам никто не распростер свои объятия. Чужие будем мы везде, даже в Германии. Всю жизнь русским немцем быть — наше призвание. Чужие будем мы всегда,
немцем быть наше призвание. В Казахстане я родился, русский немец я, но очень часто задаю один вопрос, друзья. Ну почему по всему миру скитаться мы должны? И почему у немцев русских нету родины? Ну почему по всему миру скитаться мы должны? И почему у немцев русских нету родины?